Чтобы начать изучать вибрацию, интонация должна быть довольно стабильной уже у ученика. То есть попадание в ноты, попадание точно пальцами на нужные места на струны уже должно быть, ну, конечно, оно никогда не бывает идеальным, но довольно уверенным. Потому что если мы начнем вибрировать на фальшивой интонации, это будет звучать, ну, представляете, как-нибудь так. Да, должно быть уже, интонация должна быть уверенной. Но поскольку я так поняла, что у многих начинающих скрипачей много вопросов на эту тему, как вибрировать, и у многих не получается, также в интернете меня спросили, вот, я решила все-таки попробовать сделать видео на эту тему. Хотя это, конечно, еще рановато для тех, кто изучил только первые 4 урока. Вот, итак, нам понадобится сегодня, скрипка нам не понадобится, а понадобится что-то вроде пробки или батарейки. Понадобится что-то вроде пробки или батарейки. Мы будем ставить палец сюда и качать его. То есть поверхность должна быть не скользящей желательно. Ну, эта батарейка как-то так нормально. Вот. Ну, пробка подойдет, или, может быть, я не знаю, что-то у вас есть похожее там. Мы будем ставить палец на эту поверхность, небольшую желательно, чтобы у нас не ерзал, не скользил, не было возможности. Расти, качать, тренироваться без скрипки, без смычка, потому что это дополнительные трудности. То есть скрипку нужно держать здесь, сразу возникает здесь напряжение, мысли уходят, как ее держать, как же ее не держать здесь. В общем, просто попробуем покачать пальчик, само вот это движение. Сейчас я поставлю на паузу видео, можете найти что-то подходящее. Итак, взяли. Важно, чтобы ногти были коротко пострижены у нас, потому что если они длинные, они будут вот упираться в поверхность, будут мешать просто очень. Вот. Пострижены ногти, ставим пальчик на поверхность, расслабляем сначала руку, расслабляем, берем в правую руку вот предмет наш и ставим пальчик посерединке, так, чтобы он вот как бы немножко повис на пробке. Вот. Он подушечкой, то есть немножко в таком согнутом положении, вот, руку вешаем. Ну, на высоте того, как у нас будет примерно скрипка находиться. Можно чуть-чуть ниже, чуть-чуть выше, неважно. Вот, и вешаем на этот пальчик руку. И начинаем постепенно, держа крепко вот пробку, раскачивать пальчик, да, вперед-назад для начала. Вообще это движение, вот, я думаю, что оно должно довольно легко получиться у меня. Вот, мы качаем сначала вперед-назад пальчик, но вообще он будет идти немножко по диагонали. Вот у нас будет гриф, струны, и пальчик будет не прямо вот так качаться, а немножечко как бы по диагонали вместе с рукой. Но если вы вот схватите это движение, само вот качающееся, уже не важно, в какую сторону качать, вперед, чуть-чуть в бок. Вот рука расслабленная, и суставчики вот так сгибаются. Да? Вторым пальцем я начинаю вот этим средним пальцем, что им легче всего. Вот покачали, покачали, потом третьим пробуем, то же самое. Вот. Вообще амплитуда не должна быть слишком большой. Вообще у скрипачей стандартная вибрация 6 колебаний в секунду. Это довольно быстро. То есть вы понимаете, если будет вот такая большая амплитуда, то 6 колебаний это слишком много в секунду. Это, ну, как бы не успеешь столько колебаний сделать. Ну, поскольку это стандарт. Вот. Ну, если амплитуда слишком большая, вибрация получается такая, как у скорой. Она должна быть у нас почти незаметной. Вот. И на каждом пальчике качаем. Вот. Вообще пальчик, он не елозит, не ерзает, и чтобы
представить себе, вот, насколько он закреплен на пробке, можно представить, что тут у нас такая тоненькая иголочка торчит, и она вот попадает тоненькая в середину подушечки. И вот сколько на этой иголочке палец может амплитуду сделать, вот он столько это и делает. Главное здесь равномерность. Это очень сложно выработать начинающим, потому что палец то дергается быстрее, то медленнее, то шире, то меньше. Вот именно ради равномерности, ну, то есть само движение, конечно, поймать не так сложно, но потом развить равномерность, это вот сложно. И это уже мы будем делать со скрипкой, со смычком, слушая себя, слушая то, что вот получается. Итак, взяли скрипку, пока без смычка. Вот, взяли ее хорошо здесь, как в первом-втором уроке мы проходили, ровненько встали около стеночки, проверили, да, мы ровно стоим, все, держим ее здесь, шеей, то есть подбородком, плечом, не шеей, а подбородком и плечом. Все удобно, руку расслабили, вот. Можно немножко придерживать где-нибудь скрипку первое время, потому что, ну, если вы всем весом сейчас обопретесь на руку, то здесь как бы еще мышцы, возможно, не такие сильные, и будет хотеться придерживать скрипку левой рукой. Не надо. Лучше придержать как-нибудь ее вот правой здесь. Вот, расслабили руку и повесили так же, как на пробку, мы вешали на второй пальчик. Поставили второй палец на ля струне, на второй струне. Первая у нас ми, вторая ля, третья ре, четвертая соль. Вот на ля струне. И вот оставляя здесь промежуток, да, большой пальчик у нас примерно находится вот здесь, на грифе. Большой палец тоже слегка касается, он не должен быть здесь, не здесь. Вот он касается, то есть в зависимости от длины большого пальца, конечно, он может быть выше, ниже. Ну, в общем, как вот вы сжимаете кулачок, да, вот по такому принципу, вот мы взяли скрипку, повесили пальчик, вот между грифом и кистью промежуток, и начинаем качать. Повесили ручку, да, все, и равномерно так. Ну, с какой вам скоростью удобнее, чтобы не слишком большая амплитуда была, но не маленькая. Пальчик не двигается, он стоит на одном месте, как будто бы иголочка там у нас из грифа торчит, и вот кончик пальчика она держит. Да? Потом третьим. Также. Вот, придерживаем здесь скрипку, если она вдруг падает. Вот, четвертый. Чтобы четвертый хорошо поставить, руку немножко надо переместить вот в эту сторону, выгнуть. Да, попробовали. Четвертый становится, немножко палец может выпрямляться, уже не страшно. Первый вообще самый сложный, наверное. Особенно вот на дальних струнах. Хочется его прижать, хочется им держать, но не надо. Также на нем висит рука, можно, в принципе, большой даже палец попробовать убрать для эксперимента. Вот, и также его качать. Здесь также он не прикасается практически к грифу. Вот, на любой струне. Ну, на соль он, может быть, чуть-чуть касается, но, в принципе, какой-то 10-я часть миллиметра, 10-я доля миллиметра, он есть между грифом и кистью. Вот, попробовали. То есть на ля струне попробовали, да, на второй, потом на ре струне. Также. Причем, когда мы вибрируем первым пальцем, немножечко меняется само движение. Вот, оно более как бы верхней частью кисти. Если здесь оно идет вот от плеча, от локтя, то здесь уже больше кисть задействована именно. Вот. А на четвертом пальце наоборот, больше вот именно рука вся шевелится. Вот. Соль струна у нас будет сложная. Тоже придется как-то выгибать сильнее руку. Ну и ми струна, ми полегче. Не такая удобная, как ля и ре, но все-таки
руку так сильно выгибать не надо. Ну и берем теперь смычок. Вот, раз уже мы будем сейчас тренироваться, пробовать играть со смычком, возможно, будет какой-то сначала сиплый звук, типа так. Вот, если у вас, опять же, возвращаясь к вопросу моему любимому о высоте порожка, высоте струн, да, наклоне грифа, высоте подставочки, это все должно быть отрегулировано под вас, у мастера. То есть вы приходите к мастеру, показываете ему, насколько, какая у вас кисть, сила пальцев, то есть и мастер вот этот порожек, расстояние между струнами, высоту их над грифом, сам наклон грифа, подставочку должен отрегулировать. Если вы хотите, чтобы с минимальной затратой усилий и времени добиться результата, конечно, это очень важно. Потому что если у вас высоко струны, то палец вместо того, чтобы вот спокойно учиться вибрировать, будет стараться дожать, здесь будет возникать напряжение, вот такие вот движения, это очень распространено вообще. Вот, поэтому оптимальная высота струны для вашей руки. И палец расслабился, рука повисла, здесь не надо тогда слишком сильно держать скрипку, как если у вас высоко струны. Да? Бывает, что и слишком низко струны, тогда, когда играет смычок, они бьются здесь, а гриф тоже плохой звук. В общем, к мастеру сходить не помешает в любом случае. Вот, высота подставки тоже, это все важно. Итак, поставили на ля струну, наш любимый второй пальчик. Да, здесь окошечко, здесь пальчик расслаблен, рука расслаблена и повисла. Поставили где-нибудь на расстоянии 10 сантиметров от колодочки смычок. Я показываю так быстро-медленно, просто чтобы для примера. Но для начала нужно выработать просто равномерное, одинаковое движение. Одинаково всегда. Расслабили, повесили, поставили смычок и поехали. Вообще, вот если мы сейчас вибрируем вторым пальцем на ля струне, это нота до диез. И мы вибрируем как бы снизу, до плюс четверть-тона к до диезу. То есть самое верхнее положение пальца у нас это до диез. Нижнее положение, оно чуть ниже, чем до диез. Как бы получается до диез, это верхнее, до диез. Верхнее положение это нужная нам нота. И периодически проверяйте высоту, потому что имеет тенденцию палец уезжать куда-нибудь. Вот типа такого. Вот. Ре легко проверить с открытой струной. Третий пальчик это нота ре. Вообще, может быть, я забегаю немножко вперед от всех своих вот предыдущих 4 уроков. Но это действительно немножечко для более продвинутых учеников уже вибрация. В общем, проверяем ноту ре на ре струне, с ре струной. И начинаем вибрировать как бы снизу к ре, снизу к ре. Вот, по мере того, как будет у вас все ровнее и ровнее получаться, можно ускорять это движение. На всех остальных струнах то же самое пробуем. Начинаем с третьего пальчика.